Привет, друзья! Привет! Во времена нашей молодости не было ни одного маломальски приличного ресторана, в котором бы не подавали цыпленка табака. Нам очень нравилось заказывать это невероятного, хрустящего, ароматного, нежного цыпленка в ресторане. Хотя зачем ходить за этим в ресторан, непонятно. Его легко можно приготовить дома. Чем мы сейчас и займемся, и даже покажем вам два способа приготовления этого самого цыпленка табака. Благо у нас два цыпленка. Ну Мы что, сможем это сделать. поехали? Поехали. Сначала цыплят надо подготовить. Отрезаем гуску, лишнюю кожу и последние фаланги крыльев. Разрезаем курицу пополам вдоль грудки. Затем переворачиваем тушку и ловкими движениями воздействуем на суставы таким образом, чтобы цыпленок стал более плоским. Ни в коем случае не надо отбивать цыпленка молотком. Это может разбить кости, и во время еды вы можете поранить себя этими осколками костей. Таким же способом разделываем второго цыпленка. Смешаем по 2 чайные ложки соли и черного молотого перца. И этой смесью со всех сторон смажем наших цыплят. Цыплята наши к жарке готовы. Хорошенько разогреваем сковородку, наливаем достаточное количество растительного масла и в разогретое масло опускаем цыпленка шкуркой вниз. Накрываем цыпленка тарелкой и сверху ставим груз. Через 5-7 минут переворачиваем, ставим груз и жарим еще 5-7 минут. Пока цыпленок жарится, приготовим соус, чтобы смазать наших цыплят. 3 зубчика чеснока измельчим в ступке с добавлением крупной соли. Добавляем к чесноку 2 чайные ложки аджики, чайную ложку томатной пасты, 2 столовые ложки растительного масла и сок половинки лимона. И все перемешаем. О, какой пошел аромат! Цыпленок обжарился с обеих сторон. Перекладываем цыпленка на противень, застеленный бумагой для выпечки, и смазываем его нашим соусом. Отправляем в духовку, разогретую до 240 градусов, но температуру при этом опускаем до 200. Через 15 минут вытаскиваем цыпленка, переворачиваем и смазываем соусом со второй стороны. И возвращаем в духовку еще минут на 15. Все. Цыпленок табака первым способом с использованием духовки готов. Теперь второй способ без духовки. Сначала проделываем то же, что и в первом случае. Обжариваем цыпленка с 2 сторон под грузом по 5-7 минут. Затем прямо на сковородке смазываем одну сторону цыпленка нашим соусом и, перевернув, оставляем под грузом, но уже минуты на 3-4. Снимаем груз, смазываем соусом вторую сторону, переворачиваем и уже без груза поджариваем еще минуты 3-4. Все, можно сервировать. Выложим одного цыпленка на лепешки, украсим кольцами красного лука и томатами черри.
а второго выложим на подушку из салатных листьев. Впрочем, тут уже простор для вашей фантазии. На вкус цыплят это не повлияет. Смотрите, какие они сочные и нежные. И ножки, и грудка. Приятного аппетита! Что, пришло время попробовать, что у нас получилось. Я буду пробовать цыпленка из духовки. А я сковородочку я возьму, потому что грудку отрезал. Вот я грудкой попробую. Такой сочный, Словами не передать. такой вкусный, пряный. Грудка сочнейшая. А вот эта намазка, которую мы использовали, чувствуется все. И чесночок, и лимончик. Ну, аджика, само собой, Аджика, да. дает остроту. Но единственное, хочу предупредить. На сковородке, когда будете готовить, если духовки нет или не хотите ей пользоваться, будьте очень осторожны. Я вот получила производственную травму. Масло мне брызнуло на руку. Поэтому очень внимательно и очень осторожно обращайтесь с этим способом приготовления цыпленка табака. Ну и обратите внимание, что когда вы целиком цыпленка готовите исключительно на сковородке, этот соус, он очень быстро подгорает. Поэтому надо быть особенно внимательным в тот момент, когда вы обмазали цыпленка и его обжариваете. Следите внимательно. У всех разная температура, разные размеры этих цыплят, поэтому будьте очень внимательны. Но сам процесс в целом очень простой. И Да. уверяем вас, результат получается отменный. Пробуйте! Ну, а пока вы не начали готовить цыпленка табака, подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих дорогих и любимых прекрасными цыплятами табака. И лайки ставить не забывайте. До новых встреч! Пока!